Здравствуйте! Сегодня решил оставить отзыв о своей индукционной плите. Особенно для тех он будет полезен, кто решил купить ее либо индукционную, либо электрическую, сомневается. Вот, нашей плите 2,5 года. Как видите, она целая. Царапин на ней нет. Все надписи под стеклом. И они не стираются. Чистится, естественно, легко. Берем просто влажную тряпку, протираем, потом сразу сухой, повернуть ее так. Сейчас она высохнет, и будет красота. Никаких ручек нету, очень удобно. Вот эти сенсорные кнопки, кстати, все работают, все четко, никаких провалов нету. Плита экономичная, ну так, по крайней мере, пишут в характеристиках. И вроде по счетчику конкретно ее замерять я не смог, но больше 120 киловатт в двухкомнатной квартире у меня не набирается. 4 человека живут. Готовим постоянно что-то. Плюс еще чайник ждет. 2 киловатт, по-моему. А вот готовить на ней достаточно быстро, удобно. Надо, кстати, проверить. Можно, что быстрее воду вскипятит чайник электрический. Я вот здесь залил пол-литра. И либо в ковшике те же пол-литра воды. Будет соревнование между индукционной плитой и чайником. Заодно проверю. Сам, кстати, ни разу не экспериментировал. Сейчас вот пришла в голову идея передать. Так как только одновременно мне включить. Так, нажимаем вкл. Выбираем комфорку. Выбираем 9. Максимальный уровень. И ставлю. Раз. И включаем чайник. Будем считать, что одновременно. Плюс индукционной плиты еще то, что после готовки убираем кастрюлю, сковородку. Вот эта панель остается горячей, но об нее обжечься, наверное, не получится. Выключаем. Ой. Горячо, но руку приложить можно, но недолго. 100 градусов получается, как температура воды. У плиты есть еще удобная функция, это таймер. Можно просто поставить таймер, допустим, 10 минут. Через 10 минут будет звуковой сигнал, который, кстати, слышно везде, во всех комнатах. Либо можно сделать отключение. Ставим сначала, выбираем комфорку, ставим градусы, потом нажимаем на стрелочку, появляется вот эта точечка. Это означает, что это комфорка, то есть вот это, выключится через 10 минут. Очень удобно, когда знаешь, сколько времени готовится конкретный продукт, за ним следить не надо. Ну, яйца, допустим, варятся 5 минут. Поставил, все, ушел заниматься своими делами, через 5 минут она выключится. Вот так вот удобно. Есть мнение, что приходится всю посуду менять при покупке индукционной плиты. Посуду, в смысле кастрюли, сковородки. Но на самом деле это не так. Вот этот ковшик, он со старой квартиры, мы на газу им пользовались, а сюда привезли. Он здесь работает. Просто купили плиту, взяли всю, выставили свою посуду на стол, включаете комфорку и начинаете проверять. Поставили, заработала комфорка, значит подходит. Так, вот у нас чайник уже начинает закипать. Что у нас здесь? Здесь тоже пузырьки пошли, но нет, чайник все-таки нас обгоняет. Мы его выключаем. 3,54 у меня сейчас. Насколько отстанет? Насколько? У них, правда, разная мощность. У чайника 2 киловатта, в этой комфорке, насколько я помню, 900 ватт, не больше. Вот это, по-моему, 2 или больше киловатт.
А это все 900 Вт. Сейчас посмотрим, насколько она отстанет. И, кстати, это, возможно, будет поводом для определения экономичности. Шумит, но не закипает еще. Ну ладно, в общем, так получилось, что мы с той квартиры, когда сюда переехали, всего поменяли. Купили вот кастрюлю, еще одну кастрюлю и сковородку. Вот закипело тоже. 4,45 на минуту отстало. Выключаем. Ну да, чайник быстрее, но он мощнее. Вот, ну получается, скорее всего, почти одинаково, наверное, по экономности. Может быть, нет. Позднее сделал вычисления, и вот такие результаты получились. Чайник оказался экономичнее плиты. Не намного, но есть эффект, оказывается. Возможно, что индукционные плиты не настолько экономные, как говорят. Надо сверить с электрическими плитами. Ну, индукционные плиты, они чуть дороже получается. Вот на сайте посмотрел, такая плита, по-моему, стоит... Так, это у нас какая? Так, сейчас смотрим. Вот 16 680 со скидкой какой-то. Реальные цены. Кстати, похоже на мою модель. Не могу точно быть уверенным. Но очень похоже. Внешне, по крайней мере, это она. Так, и вот она сейчас стоит в реальном магазине CityLink. Да, со скидкой 16 700. А электрическая той же марки Hansa возьмем, чтобы близко было. Так, не то. А электрическая, ну, 13 тысяч. То есть разница в 3000. Но я думаю, что экономия здесь есть какая-то. Но электрическим я не пользовался. Нет у меня опыта, поэтому не могу их ругать. Могу только сказать, что к этой плите претензий нету. Фирму, думаю, можно тоже порекомендовать. Надеюсь, у нее все такие плиты за 2,5 года. Если она проработала, у нее ничего не сломалось, ни сенсоры, ни поцарапалась она, не треснула. Хотя вроде, конечно, ничего не кидали, но бывает вот с такого небольшой высоты, то есть такие вот легкие падения, стуки были. То есть она четко работает. Кстати, есть еще такая прикольная фишка. Она когда работают вентиляторы снизу, вот здесь вот выдувается. И вся посуда здесь сохнет. Можно ложки мокрые класть. Сразу будет высыхать, если готовишь одновременно. Ну вот, в общем, индукционные плиты вещь надежная. То есть ни одна конфорка не сломалась, все работают. По крайней мере, вот этой фирмы, вот этой модели. Так что рекомендую. Вот, ну, естественно, еще у продавцов спросить отзывы, посмотреть. У нее, кстати, отзывов, рейтинг, если это моя модель, то получается так, 4,5. Вроде да, действительно, отзывы не врут. Люди пользуются, так сказать, подтверждаем личным опытом. Кстати, можно сюда будет этот отзыв добавить видео, что это реально отзыв. Она есть, чек только предоставить не могу, не смог найти. За 2 года куда-то делся. Вот в битве скорости победил электрический чайник. Мощнейший чайник Скарлетт. Ну все, на этом пока. Возможно, еще о чем-нибудь потом напишу. Сейчас пока не знаю, просто делаю уборку. Помогаю жене перед Новым годом, поэтому вот какие-то идеи приходят, что у нас, оказывается, уже давно техника работает. Вот зима, Новый год отлично выглядеть будет у нас. Садик строит. Да, помогаю, в общем, жене по уборке, и поэтому вот по пути заодно что-то снимаю, чтобы не скучно было. Все, пока. Ну, заодно и полезно, надеюсь, будет.
Холодильник, кстати, тоже стоит лет 10, наверное, даже больше, наверное. Да, больше 12 лет. Никаких нареканий. Может быть, про него напишу что-нибудь. Может, нет, что про холодильник-то писать вроде. Стоит и стоит. Его не слышно, главное, не видно. И работает все. Ну ладно, все, пока.